Наша сегодняшняя история рассказывает о ребенке, едва знакомом с этим миром, который делится своей любовью к собакам-спасателям настолько искренне, что поразил интернет. То, что началось как очень печальный момент для Джексона, быстро переросло в трогательный, когда он совершил нечто действительно замечательное. Семья Битшарт живет в Чарльстоне, Южная Каролина. Джексон, четырехлетний маленький мальчик, живет со своей матерью в уютном семейном доме. Его отец– морской пехотинец, и поэтому часто бывает вдали от дома, оставляя его и его маму дома жить вполне нормальной жизнью. Миссис Битшарт не работает, а остается дома, чтобы заботиться о сыне. Хотя, как и у любого другого четырехлетнего ребенка, у Джексона было больше энергии, чем у большинства, и он часто с удовольствием играл у себя во дворе. Его мама– страстная любительница животных, которая часто выступала за права животных и, в свою очередь, помогала воспитывать собак, пока они не нашли вечный дом. Это было то, чем миссис Битшарт начала заниматься, когда они переехали из армейского жилья в обычный пригород. Она хотела поделиться своей любовью к животным со своим маленьким сыном, в то же время предлагая ему немного общения, чтобы побегать с ним на улице. Именно эти мудрые действия побудили Джексона сделать то, что он сделал в тот роковой день. Джексон с возрастом все больше и больше полюбил животных, особенно энергичных собак. Он искал каждую минуту, когда мог пообщаться с животными, которыми был окружен. Как минимум, его мать следила за тем, чтобы они воспитывали как минимум 3 собак одновременно. В настоящее время семья воспитывает 4 прекрасных собак и 2 кошек. Любимцем Джакстона является пес Джио из-за его спокойного, милого характера. Джакстон каждый день проводил часы во дворе, играя со своими друзьями-собачками, и каждый день возвращался домой весь в пятнах грязи, как и подобает ребенку. Его собачьи компаньоны постоянно вызывали улыбки на его лице. Его мать так гордилась его отношениями с приемными щенками, что только поощряла прекрасные, процветающие отношения между ними. Это также помогло заполнить небольшую пустоту, которую он ощущал из-за того, что его отца постоянно не было рядом. Определенно есть вещи и похуже, которыми может быть одержим ваш четырехлетний ребенок, это точно. Хотя у миссис Бишарт не было ограничений на тип собак, которых они воспитывали, она старалась обеспечить равное отношение ко всем собакам, особенно учитывая стигматы, окружающие некоторые породы, одной из которых был бы питбультерьер. Питбультерьер, как известно, окрашен в очень негативный цвет. Они хорошо известны как предпочтительная силовая порода для собачьих боев. И часто воспитываются в жестоких, оскорбительных отношениях. Характер их личностей также сильный, им нужно много любви, которую люди очень часто не в состоянии им дать. Возможно, дело в их суровом поведении, коротких волосах и мускулистом телосложении. Естественно, это считалось бы более жестким, чем у пушистого золотистого ретривера или бордер-колли. Чего люди не знают, так это того, что на самом деле этих собак когда-то использовали в качестве питомников благодаря их милому, заботливому характеру, в дополнение к их сильным защитным инстинктам. К сожалению, многие люди приходят в восторг от шумихи или эстетики наличия такой мощной породы, как питбуль, пока они не подрастут и не начнут немного капризничать. Вот почему они часто в большом количестве оказываются в центрах спасения. Часто они являются первым типом собак, которых сдают, и им не очень легко найти дом из-за негативной стигматизации, окружающей их. Это настолько серьезно, что в некоторых странах или жилых помещениях эти собаки полностью запрещены. Но дети этого не видят. Дети наделены способностью видеть сквозь призму общественных предрассудков и предлагайте безусловную любовь там, где другие могут не чувствовать ее обоснованности. Это невинность, проявленная в реакции Джексона, потому что у него был только один маленький скрытый секрет. Он любил питбулей. Они были его любимой породой собак. Только ему не разрешили завести собаку по уважительной причине.
Как и большинству детей, Джексону выдавали еженедельное пособие за работу по дому. Это был способ его родителей обеспечить, чтобы он с юных лет научился убирать за собой. После того, как он получал небольшое пособие каждую неделю, его мать поощряла его откладывать по крайней мере половину из них, чтобы помочь ему выработать хорошие финансовые привычки. Это помогло Джексону больше узнать об ответственности. Несомненно, это большое достижение для маленького мальчика его возраста. Итак, вы, возможно, зададитесь вопросом, что же такого удивительного может сделать четырехлетний ребенок. Вы будете приятно удивлены, узнав, что это то, что делают даже немногие взрослые. По природе своей заботясь о животных и любя их, миссис Берчард часто путешествовала по штату, а также по своему району, посещая различные приюты для спасения животных. Она делала это, чтобы стать волонтером и оказывать, где могла, поддержку животным, которых она не могла вернуть домой. Это также помогало ей оставаться активной и востребованной в сообществе спасателей животных. И, конечно же, рядом с ней был ее верный спутник и закадычный друг малыш Джексон. Ему нравилось посещать приюты. Ему нравилось называть их милыми фабриками из-за того, что они предлагали ему милых зверюшек. Насколько это мило! Это позволило ему познакомиться с новыми животными и завести новых друзей. Сотрудники приютов для животных хорошо знали его. Они знали его с тех пор, как он был маленьким ребенком. Они всегда были очарованы тем, как Джексон мог подружиться с любым спасенным животным, даже с самым робким или испуганным. В один судьбоносный день Джексон отправился со своей матерью на машине на задание. Они собирались посетить несколько приютов для животных, которые часто посещали, чтобы проведать некоторых животных. Главной целью Джексона было обеспечить, чтобы все животные, ожидающие дома, были любимы и о них заботились. Его маленькое добросовестное сердечко позаботилось об этом. Именно в этот день мать Джексона решила заглянуть в приют, который им еще предстояло посетить, Чарльстонское общество защиты животных. Джексон был на седьмом небе от счастья, потому что он никогда не был там раньше, а это означало новых приятелей. Он и не подозревал, что ждет его внутри. При входе в приют волнение Джексона было ощутимым. Он едва сдерживался, ему хотелось броситься навстречу всем животным. Его мать, однако, заставила его представиться всему персоналу и вежливо пройти к клетке, где находились собаки. Именно здесь Джексон сделал открытие, которое осветило его лицо, как рождественская елка. Сидя в углу, Джексон наткнулся на черно-белого питбуля по кличке Пенелопа. Он, однако, не согласился с ее именем и решил, что Спот больше подходит из-за черного пятна у нее на голове. Он был одержим. Подпрыгивая от радости, он начал сближаться со сладкой Пенелопой Спот через ограждение. Лица персонала просто засветились, поскольку они были вне себя от радости, что Пенелопа снова счастлива. Ее отдала семья с маленькими детьми, которая видела в ней угрозу, поэтому маленькие дети были ее любимцами. Джексон немедленно обратился к своей матери и умолял ее усыновить милого питбуля. К сожалению, его матери пришлось отклонить его волнующую просьбу. Ее доводы были здравыми, как бы это ни огорчило Джекстона. Если бы они вернулись в армейское жилье, им вообще не разрешили бы завести питбуля. Так что она просто пыталась предотвратить неизбежное. Когда пришло время прощаться с Пенелопой Спот, Джекстон разразилась эмоциональными рыданиями. Он действительно не хотел оставлять ее одну. Когда они шли обратно по коридору, Джекстон внезапно остановился и сел. Когда его мать обернулась, она обнаружила, что он нашел еще одного милого питбуля по имени Танк. Этот большой серый мальчик просто завилял хвостом от радости, когда Джекстон заговорил с ним. И вот вопрос повторился.
Джакстон был почти безутешен, когда его мать повторила свое «нет». Он был так расстроен, что сотрудники приюта пришли проведать его. Именно тогда произошел акт истинной доброты. Когда сотрудники увидели, как опустошен был Джакстон из-за того, что не смог забрать Пенелопу Спот и Танк домой, их сердца ушли в пятки. Был бедный ребенок, который всего лишь хотел подарить свою любовь бедным животным. Однако они также понимали, откуда взялась мать. Именно тогда они упомянули матери Джакстона, что у них есть программа спонсорства опекунов, в которой они могли бы принять участие. Они могли бы заплатить за усыновление щенков, что облегчило бы другим людям усыновление собак. Прежде чем мама Джакстона успела даже подумать об этом, Джакстон выкрикнул в знак согласия, что он будет спонсировать собак из своих карманных сбережений. Какой удивительно добрый жест, который почувствовали все вокруг. Персонал едва мог утешить себя. Так, в свою очередь, история Джексона стала вирусной. Это только помогло еще больше рассказать людям о том, что они могут сделать, чтобы помочь спасти животных, даже если они физически не могут позаботиться о них. Эта невероятная история просто показывает, какими замечательными могут быть маленькие дети. Если вам понравилась эта история, пожалуйста, оставьте комментарий ниже и поставьте лайк на видео. До следующего раза.